Смотрите, Micool KM9 Pro Max. Вот такая вот коробочка. Достаточно красивая, все хорошо, все красиво. И вот они, этот бренд Micool KM9, уже знаете, сколько лет продюсируют? Очень-очень много. И вопрос в том, что они добрались до Realtek 1325 процессора и решили уже с этим процессором попробовать себя в освоении Realtek. Чего, кстати, компания Micool никогда в жизни не делала. Вообще интересный вариант. И, кстати, тут видно сразу другой ТВ-бокс. Немножко не будем забегать вперед. Смотрите, как они на коробочке показывают, что это Google TV. У нас 2×32, скажем так. AISR, AIPQ, фишки искусственного интеллекта, да, которые AISR это апскейлинг, AIPQ это там управление цветом, контрастом и всем остальным на фоне искусственного интеллекта. И при этом у нас есть Wi-Fi 5 ГГц, Bluetooth 5.0. Все вроде бы красиво, чинно, благородно, со всеми сертификатами. Даже с AV1 кодеками 4К HDR10+. Там все там написали, все красиво. Но если вы думаете, что это конкретно Micool, то нет, это Skyward. При этом это Skyward является полным клоном таких ТВ-боксов, как GT1 от Rocktech и Nexon 12 от Nexon. По сути, они тоже все построены на Skyward. Но об этом немножко позже. Давайте чуть-чуть поговорим о том, что есть на самом этом ТВ-боксе. Смотрите, у нас здесь есть вот такой вот оптический SPD для вывода звука, есть аудио-видео выход, есть вот такой вот 3.5, да, есть у нас HDMI, LAN RJ45 на 100 мегабит, разъем питания и 2 USB 2.0. Есть у нас вот такая вот reset кнопка внутри, да, а спереди есть 3 светодиода. Все, больше ничего нет. То есть это обыкновенный сертификат с вот таким вот Google пультом, которым вы можете управлять, дополнительной инфракрасной опцией. Смотрите, то есть у нас здесь голосовой пульт, он Bluetooth, работает у двух батареек 3А с кнопками, которые можно переназначать, кстати, в самой прошивке. И все. А инфракрасная опция у нас это кнопка вход, регулировка громкости и включение питания, выключение питания телевизора. По ЦИК он поднимает или гасит ваш ТВ-бокс вместе с телевизором. Достаточно удобно. Блок питания самый обыкновенный 12 вольт, по-моему. Да, 12 вольт 1 ампер. Тут обращать внимание не на что. Коробка и HDMI. Все, что есть. А сейчас мы с вами пойдем и посмотрим, сколько же он стоит и что у нас получилось на фоне вот этих вот Rocktech GT1 и Nexon X12. Насколько они интереснее, либо они такие же, либо решим, что с вами взять. Поэтому переходим и ждем выводов. Ну, перед этим, пожалуйста, подписывайтесь, нажимаем колокольчик, чтобы не пропустить дальнейшие наши обзоры. И у нас в описании под видео очередной розыгрыш от канала Технозон. Так что, давайте, поехали. А начнем мы конкретно с того, что у нас есть вот Micool KM9 Pro на AliExpress за 69 почти долларов. И давайте вот сразу мы разберемся, что же это за Micool. Это тот же самый Netflix сертифицированный GT1 от Rocktech, который был первый на этом процессоре. И который по Welcome Deal стоит 46, но пускай без Welcome Deal он будет стоить 51-52 доллара. Но это не 69. Извините меня, за что такой оверпрайс, я не знаю. Если вы думаете, что это разные ТВ-боксы, это, кстати, тот же самый Nexon X12. Если вы в Украине можете покупать с промокодом Технозон, будет со скидкой еще и 2 месяца, еще и 2 подписки по 6 месяцев Nexon TV и Sweet TV получите. То есть, извините меня, да, кстати, тут еще есть гарантия официальная в Украине. Извините меня, за что такие деньги? Давайте посмотрим по сайту Android TV Guide. Nexon X12. Смотрите, Micool KM9 Pro Max. 9 Pro Max. Блин, зачем они так назвали? KM9 Pro Max. Читаем платформу. HPR 3A 1325 4K. Это базовая платформа, следующая идет HPR 311, это значит, что она пошла RMQ, вот эта платформа, на OEM, без изменений. И здесь есть HDR10, HDR10+, AV1 кодек, Widevine L1, на Android, ну тут не Android TV, тут Google TV 12, все хорошо, Mali G57 и формула памяти 2/32. Кстати, в Geekbench набирает, мы с вами видели, но это не совсем реальные цифры, потому что чуть-чуть там больше на самом деле. Но мы идем с вами
Ну, это Микул тоже еще один, нам он сейчас не интересен. Идем с вами на Rocktec GT1 и читаем HPR 3A 1325 4K. Да что вы, это тот же самый TV-бокс. Это та же самая плата. Идем Nexon X12. HPR 3A 1325 4Q. Nexon X12 даже без каких-то этих, он вообще базовый, чтобы вы понимали. Nexon X12 был базовый. И везде производитель Skyward, да, то есть тот же самый Skyward производит этот ТВ-бокс. Это 100% одинаковый, один в один ТВ-бокс. Пульты, прошивка, поведение, все абсолютно одинаковое. Но стоит он 68, а GT1 стоит, ну, в районе 50. Честно, для меня непонятно. Ладно, ссылки в описании под видео. Если интересно покупать Микул, и вы думаете, что вы там получите прям Микул, то можете покупать Микул, можете купить GT1, а можете купить Nexon X12, если вы в Украине с официальной гарантией и подпиской. Пошли дальше его уже потестируем. И тут уж я вам скажу, опять же, никаких сюрпризов. Базовый Google TV. Давайте, кстати, изменим. Я на тесты менял частоту, чтобы было все плавненько. Вот, смотрите, тот же самый Google TV, те же самые у нас каналы рекомендаций. начнем сразу с мультимедиа. Netflix. Netflix, как всегда на таком ТВ-боксе, предлагает максимальную конфигурацию 4К HDR10 либо HDR10+, в зависимости от контента, и Dolby Atmos. Так, здесь есть Dolby Atmos, и Netflix тоже, вы сейчас видите вставочку, спокойно воспроизводит, все хорошо, 4К HDR отрабатывает. YouTube. Если использовать Magic Forest 4K, мы включаем с вами и видим, что у нас отрабатывает HLG 4K 60 FPS, VP 9.2 кодек, на вставке все видно. При том, что мы можем там же с вами, смотрите, библиотека, мы открываем Дикая река 4К и видим тоже у нас 4К 60 FPS HDR в AV1 кодеке отрабатывает шикарно. Если мы с вами перейдем в настроечки, то у нас здесь есть варианты использования скорости, то есть мы можем делать ускорение. ТВ-бокс это поддерживает. Не все ТВ-боксы поддерживают такую опцию. По YouTube вопросов вообще нет. Если говорить про, допустим, составляющую, то у нас опять же Skyward Digital, у нас это Micul, вот эта платформа HPR 3A 1325 4K, пристрой RMQ. RMQ это значит, что это сторонний, не базовое устройство. 2 гигабайта оперативной памяти, 32 хранилища, процессор Cortex A55 по 1,7 ГГц, Realtek RTD 1325. При том, что у нас, смотрите, дисплей Mali G57 с полноценным 4К интерфейсом. Ну, сеть у нас сейчас Connect 866, сейчас фактическую померяем на Android 12, и доступа к температуре нет, поэтому никаких тротлинг тестов мы с вами проводить не можем, потому что это будет абсолютно бессмысленно. По скорости сети, смотрите, 5 гигагерцовый Wi-Fi. У нас показывает хорошую скорость сети для ТВ-бокса, прям под 400 мегабит. Это ну очень хорошо. При том, что опять же модуль ничем не отличается от тех же самых GT1, от того же самого Nexon X12. Кстати, вот он у меня вот лежит. Вот он, Nexon X12, тот же самый GT1. И это тот же самый ТВ-бокс. Абсолютно тот же самый. Это 5 гигагерцовый Wi-Fi. Хочу проверить, ну давайте, 2,4 ГГц. Выходим и стартуем тест наш заново. И, конечно же, подготовим кабель для теста LAN RJ45. Смотрим 2.4. Тут обязательно надо проверять, потому что конструктивно могли антенну где-то отвалить или еще что-то. В 2.4 просто идеально. 200 мегабит. 200 мегабит в 2.4 диапазоне. Вообще я в шоке. 200 на 150 почти. Даже не почти, а 150 четких. Это очень прям хорошо. Хорошо, давайте LAN RJ45. Он здесь 100 мегабитный по идее. И давайте посмотрим. Есть у нас коннект на LAN RJ45. Нет, завелся. И стартуем аналити. Чистые 100 мегабит, ну 87, там в принципе, я вам скажу, плюс служебный трафик, обычно до 90 мегабит. Но почему-то, кстати, 87 чуть ниже 90, удивительно. Не ожидал.
Ну это ладно, это все погрешности измерений. Хочется отметить, что здесь есть автофреймрейт через API от Google. Это первый тип автофреймрейта, который можно увидеть здесь, вот именно в диагностике Vimo. При том, что вы видите сейчас вставочку, там есть у нас конкретно с HDR, HDR10+, HLG. Если мы пойдем с вами в настройки экрана, то здесь у нас есть плавный переход и бесплавный. Плавный переход — это поддержка QMS VRR для переключения через просто изменение частоты плавного без перехода в черное. То есть это достаточно классная тема, но только на телевизорах, которые это поддерживают. Есть у нас настройка AISR. Вы сейчас видите вставку. AISR — это 4К апскейлинг, скажем так, улучшение низкобитрейтных видео, низкобитрейтного какого-то контента. Очень хорошо отрабатывает. Мы сколько не тестировали, все действительно работает. Также здесь есть в системе AIPQ, который работает с контрастом динамическим, работает с динамическими метаданными. Имеется в виду, он читает сцену и подстраивает контраст, яркость, еще там некоторые глубину цвета в зависимости от сцены, которую сейчас показывают. То есть фактически из обыкновенного HDR он может делать динамический HDR 10+, либо тому подобное. То есть такая, знаете, технология на грани. То есть это IPQ, которую сначала сделали в телевизорах, потом ее перенесли уже в ТВ-боксы. Хочется отметить, что пульт, который здесь, он действительно прикольный в том плане, что вы можете добавить сюда управление дополнительно телевизором, звуковой панелью, либо AV-ресивером через инфракрасный порт. То есть вы выбираете бренд телевизора, например, мой LG там какой-нибудь, выбираете громкость, он подбирает коды и все будет тоже работать. Слушайте, ну прям вообще порадовало. При том, что если брать по кодекам, да, то у нас есть с вами из аппаратных мы видим C, это понятно, AC3 это Dolby Digital, теперь мы видим EAC3 это Dolby Digital Plus и плюс Dolby True HD. У нас есть, что тут, опусы, равы, DTS есть. И DTS есть. А вот в пробросе, кстати, из аппаратных кодеков есть AV01, как мы говорили. AVC, это понятное дело. AVS, AVS2, 265 HEVC. Ну и все, MPEG, конечно же, стандартные. И VP 9.2. Все, больше ничего тут не интересно нам. DRM защита работает, DRM L1 есть, то есть тут полная сертификация, что позволяет работать практически всем стриминговым сервисам. Включая фильмовые сервисы официальные, либо те, которые OTT и IPTV. Вот, пожалуйста, мы переключаем каналы. Это высокобитрейтные Full HD каналы. У меня проблем с ними не возникло. Переключается все быстренько, без задержек. Декодируется тоже отлично. При том, что, ну, например, это Megogo, это могут быть там Свит ТВ, Kyivstar ТВ, Prime от Amazon, Netflix и тому подобное. Стик для стримов просто идеален. Ой, не стик, а ТВ-бокс для стримов. Как в принципе и были предыдущие, отлично работали. Но что делать, если вы хотите офлайн просмотр? Да, такое возможно. SSD диск я подключил. Например, у вас есть свои какие-то тестовые файлы, которые вы хотите, допустим, посмотреть. В частности, он читает только NTFS диски. exFAT не читает, вы должны это понимать. И если, допустим, говорить про звук, который здесь есть, то, ну, мы видим сейчас, там есть Dolby Atmos. Это Dolby Atmos через Dolby Digital Plus, допустим, срабатывает, да, на телевизоре. Если брать Dolby Digital Plus, то в чистом виде Dolby Digital Plus тоже есть на ресивере, вы видите, да, как работает. Дальше Dolby True HD, у нас есть Dolby True HD, это прям отлично, хорошо. То есть по звуку этот TV-бокс отлично работает, так же, как и все остальные. DTS простой тоже есть, если брать проигрывание каких-то DTS дорожек, то, пожалуйста, пользуйтесь, вопросов не будет. Так же, как и DTS HD Master Audio, мы спокойно получили на данном ТВ-боксе, и вопросов с этим у нас тоже абсолютно никаких не возникло. То есть DTS HD Master Audio работает. При проигрывании HDR10, HDR10+ контента никаких проблем не возникло. Высокобитрейтный ролик LG New York 4K. В HDR он включается, HDR срабатывает, все суперово, и даже если включить, допустим, LG Barcelona, это SDR, тоже все отлично отрабатывает. Dolby Vision здесь нет, мы это все прекрасно понимаем. То есть по мультимедийным своим возможностям TV-бокс абсолютно отличный. Никаких вопросов тут нет.
Ну и, конечно же, как у любого сертифицированного ТВ-бокса, есть у нас скринкастинг, трансляция через Google Cast. То есть мы можем сейчас начать трансляцию, выбрать. Вы видите, что работает сейчас у меня мой любимый Google Music, пожалуйста. Ну и, в принципе, можно кастить любой контент. Также есть голосовой поиск и внутри приложений, и, в принципе, есть общий голосовой поиск, но так как он сейчас работает, Google его немножко ограничил, но голосовой поиск есть. Во что-то поиграть, да можете во что-то поиграть, но 2 гигабайта памяти, ну извините, маловато для игр. Только лишь какие-то вот Android TV или Google TV игры, которые есть в маркете, вот чисто под пульт, либо чисто какие-то моменты там, ну, не знаю, асфальт погонять, погонять там Badlands, погонять еще какие-то там красный шарик, да, пожалуйста, гоняйте. Мы вам не запрещаем, мы вот, смотрите, то есть такие игрушки такого уровня казуального, либо аркадные какие-то нетребовательные игры будут работать без замечаний, без тормозов, и ТВ-бокс навряд ли вы перегреете такими незатейливыми игрушками, поэтому переживать особо не стоит. В остальном все, ничем он не отличается от Rocktech платформы, от Nexon X12 и подобных ТВ-боксов, поэтому я готов уже пройти, сделать выводы, больше здесь тестировать по факту нечего. Все, ребята, закончили, перешли. В качестве выводов скажу, если выбирать между, допустим, Микулка M9 Pro, нет, давайте так, если моно-выбор у нас идет, брать или не брать Микулка M9 Pro, то брать, он неплох. Сертифицированный Google TV подходит для телевизоров без Dolby Vision с HDR, HDR10+, и с SDR, да, то есть для Samsung вообще отлично подходит, то это нормальный отдельный девайс. Если брать его в сравнении с такими же подобными девайсами на той же платформе, то Nexon 12 и GT1 будут поинтереснее. Все абсолютно идентично, все абсолютно точно такое же, поэтому выбирать вам и думать вам. Мне ТВ-бокс понравился, он все заявленные свои фишки выполняет. Ссылки в описании под видео. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока.